Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Джей Ди Венс призвал Украину прекратить удары по танкерам, заходящим в российские порты. Нефть из Казахстана все или нет? Украина как-то не прекращает свои попытки навредить нефтетанкерам, которые курсируют по Черному морю. Как себя чувствует Казахстан и насколько у него упала добыча и экспорт? Давайте начнем с того, что КТК, по сути, является безальтернативным направлением поставок для Казахстана. В принципе, КТК – это порядка 80% их экспорта. И не будет большим преувеличением сказать, что до 90% всей нефти, которая идет по этой вот Каспийской по системе Каспийского трубопроводного консорциума, это нефть казахстанского происхождения. То есть российская нефть там тоже есть, но она, мягко скажем, там не доминирует. А любые атаки в Черном море могут приводить к тому, что прерываются поставки по КТК. Бывало уже, что у КТК случались проблемы погодного характера, технического характера. Притом это происходило и за пределами периода, который начался с 2022 года. Притом периодически проблемы такого рода приводили к тому, что внутри Казахстана и даже в Российской Федерации начинали обсуждать о том, что Казахстану надо искать альтернативные пути поставок своей нефти, но такие пути не только не были найдены, их даже по сути и не искали. Потому что по большому счету такого рода размышления являлись в основном спекуляциями. Рассказы о том, что мы перенаправим объемы через Турцию, мы перенаправим объемы куда-либо еще, упираются в простые факты. Первый факт – это технические ограничения. Ну, условно говоря, если у вас есть труба, через которую вы можете 5 миллионов тонн прокачать, то 80 миллионов вы в нее явно не запихнете. Даже 10 не запихнете никак. А второе обстоятельство – это определенные характеристики нефти, которую вы поставляете, и невозможно в существующие трубопроводы просто свою нефть подмешать и сказать, ну вот, пожалуйста, да, физико-химические характеристики изменились, но мы-то тут при чем? А если посмотреть на итоги первых 7 месяцев в Казахстане, то там было добыто 53,2 миллиона тонн. И это почти на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года, то есть за первые 7 месяцев, с января по июль. И если отталкиваться от оценок, которые даются, ну, к примеру, таким экспертам, как Алжас Байдельдинов, рекомендуем его телеграм-канал, очень интересный тем, кто в Средней Азии интересуется, то потери могут и 3,5 миллиарда долларов составить для Казахстана на вот всех этих ударов. При том, что год еще не закончился, даже август еще не закончился к моменту записи этого ролика. И это означает, что чисто теоретически могут возникнуть новые проблемы, если те, кто услышал окрик Джей Ди Венса, не прислушаются к этому окрику. И тут вот какой момент. У нас в целом в мире, давайте так, у нас в мире в целом склонны переоценивать роль личности в истории. Недооценивать ее, безусловно, тоже не надо. Но роль личности переоценивать просто глупо. Приходит Трамп, о, сейчас он возьмет и все разрулит, о, ему только нужно вот сказать, чтобы все прекратилось, и все прекратится. Какой-нибудь вице-президент каких-нибудь Соединенных Штатов что-нибудь выкрикивает, о, смотрите, сейчас все закончится, потому что... Почему? Объективные проблемы куда-то делись. Ну, условно говоря, вот есть проблемы между Китаем и США. Эти проблемы как были при Байдене, так были при Трампе, так были при Обаме. Да, Трамп, которого я сейчас упомянул, это не тот Трамп, который сейчас, это первый Трамп. Совершенно другой человек, как вы понимаете. Эти проблемы назревали еще при Джордже Буше младшем, при Билли Клинтоне и так далее. Эти проблемы лишь обострялись, они никуда не делись. Окрики «стой, раз-два» ни к чему не приводят. Кричать ты можешь сколько угодно, но если отбросить чисто маркетинговую шелуху, каково является позиционирование политиков в рамках неких вот этих вот больших процессов перед выборами, после выборов, в процессе выборов, то мы увидим, что эти окрики гроша ломаного не стоят. Без подкрепления, ну, условно говоря, подкрепления большими подвижками в области экономики,
без подкрепления подвижками в области поставок тех или иных товаров и услуг, если мы говорим про конкретную ситуацию с КТК, с Черным морем, и говорим о тех, в адрес кого был окрик этого самого Джей Ди Венса, могучего политика, то там скорее нужно говорить не про экономические преобразования, не про изменения в экономике, а вот про ограничение поставок неких товаров и услуг, если вы понимаете, о чем я. Произошло ли что-то подобное? Нет. У Соединенных Штатов, как у экономического игрока, есть определенные ограничения, кому бы чего ни казалось. И президент Соединенных Штатов – это не условный абсолютный монарх, который выходит, бьет кулаком по столу, и все, и все тут же кидаются исполнять то, что он заявил, то, что он потребовал. Такого не происходит. Прежде чем делать какое-то заявление, нужно создать условия, которые позволят выполнить то, что ты потребовал, и побудят выполнять то, что ты потребовал. То есть сначала условия, а потом выкрики. Наоборот, не получается. То есть если мы отбросим, опять же, какие-то фантастические теории о том, что там услышат, что Джей Ди Венс потребовал, и тут же просто сломя голову скажут: ребята, прекращаем вот это вот все безобразие, которое мы тут устроили. Не-не-не, не надо. Нас аж Джей Ди Венс иначе заругает. Вот если мы эти фантастические истории отбрасываем, то оказывается, что каковы последствия? Ну, последствий того качества, которое должно... Ну, то есть, короче говоря, никто его не послушался. Давайте не будем витиевато. Мы не видим, чтобы окрик Джей Ди Венса имел вес чуть больше, чем окрик любого другого политика по любому другому поводу. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. И тут можно заметить, что получается парадоксальная ситуация. Ну, для части нашей политологической вот общественности парадоксальная ситуация, что вот есть Соединенные Штаты. Они, как известно, все очень... Соединенные Штаты очень нацелены на то, чтобы получать нефть во всех доступных странах, а которые недоступны, делают доступными и получают нефть. Второе. США, как государство, под пятой их транснациональных компаний, особенно нефтяных. Что нефтяники скажут, то и делают. Скажут пойти туда, пойдут туда. Скажут пойти сюда, пойдут сюда. Скажут выкрасть президента в какой-нибудь стране, выкрадут президента в любой стране. А тут как-то эта логика спотыкается. Ну, к счастью, стараются не замечать вот это, знаете, споткнувшуюся логику такого характера. Но выглядит это так. Компания «Шеврон», у которой есть прямой интерес в Казахстане, у которой есть прямой интерес в стабильности поставок через КТК, идет
к руководству Соединенных Штатов. Говорит: ребят, какого черта происходит? Сделайте что-нибудь. А руководство Соединенных Штатов, несмотря на то, что к ним пришли представители одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, американской нефтяной компании притом, ограничиваются окриками вице-президента. Если вдруг кому-то кажется, что окрик вице-президента имеет чуть больше вес, чем окрик, не знаю, там, уборщицы, которая в Белом доме работает, то я немного утрирую, но, на мой взгляд, эти люди немного заблуждаются. Притом, немного очень сильно заблуждаются. За твоим окриком что следует? Ничего? Ты требуешь и все? Ну, раз ты просто требуешь, а если чем-то угрожаешь, что твои угрозы потом не реализуются, то тебя будут игнорировать. Несмотря на то, что нефтяная компания пришла, потребовала, но выхлоп не очень крупный. Ну и кроме того, понимаете, в чем дело? Тут вообще сама по себе эта ситуация, в логике американские нефтяники рулят Соединенными Штатами, президент Соединенных Штатов просто по струнке ходит, когда слышит что-то от нефтяников, не работает в ситуации с Казахстаном. Казахстан, по большому счету, как государство, крайне ограниченно вовлечен в добычу нефти на территории Казахстана. Добычу нефти на территории Казахстана осуществляют преимущественно зарубежные игроки. И часть этих зарубежных игроков – это американские компании. В логике, в рамках которой трогать американские компании вообще нельзя, иначе сейчас, а если вы партнер Соединенных Штатов, то вы что? Вы будете за километр, за 2, за 1000 обходить американские компании и места добычи, где они там пасутся. Так вот, в рамках этой логики эта ситуация вообще не должна была возникнуть. Знают ли люди, которые наносят удар по КТК, кому принадлежит КТК, во-первых? Во-вторых, чья нефть транспортируется по КТК? Знают. Это абсолютно открытая информация, доступная всем. Наносятся ли такого удара казуально? Или, я бы даже сказал, внезапно? В том смысле, что внезапно для тех, кто наносит из серии «Эники-беники, ели вареники, бьем туда». Нет, конечно. За этим должно быть планирование, согласование, выдача соответствующих документов. Ну, можно ли предположить, что те, кто удар наносит, не понимают, что они наносят удар, в том числе по экономическим интересам американских нефтяников? Они не могут этого не понимать. Они это понимают, но удары наносят. Что заставляет нас задуматься о том, можно ли вообще доверять каким-то словам, окрикам, призывам руководства Соединенных Штатов, если прямое требование игнорируется. А если это смутное обещание чего-то там, дух чего-то там, то стоит ли вообще на это обращать внимание? Сколь-нибудь отличное от такого, знаете, немного заинтересованного скашивания глазами в ту сторону серии. Окей. На мой взгляд, нет. Но финальную точку я бы хотел сформулировать следующим образом. Было бы неплохо, если бы руководство Казахстана занимало чуть более активную позицию в случае, когда по экономике Казахстана наносятся такие удары. Вот теперь точно. Все, всего хорошего. Александр, спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетику Инфо. А если хотите увидеться лично или даже пообщаться, ждем вас этой осенью на промышленном энергетическом форуме ТНФ в Тюмени. Ждите эфиры и публикации с полей форума от нашей команды. Все ссылки в описании к видео и закрепленном комментарии. До новых встреч!